Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известный журналист Глеб Пьяных со мной на связи прямо сейчас. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте. Глеб, ну что, Третья мировая началась? По крайней мере, Трамп об этом сообщил. А, И бушуют страсти нешуточные с новыми и новыми сливами разведки или там сливами из Пентагона, бумагами Пентагона, как называют в западной прессе, вот эти данные. Действительно ли вот этот накал страстей нас и подталкивает вместе с Трампом к мысли, что Третья мировая вот уже, мы на пороге? Да, Трамп-тарарамп. Без Трампа вы никак Украина победить не сможете. Только Трамп поможет вам победить. Господи, Трамп такой позорный персонаж сейчас стал. Вот после всего, что он на тему Украины наговорил за последние 3 месяца, ну просто отвратительный персонаж. Я не знаю, ну как нужно рваться к власти и любить власть, чтобы до такой степени не видеть, что ну, год с лишним бомбят города. Сносят с лица земли, убивают детей, стариков, ввели войска в чужую страну. Трамп, ты что, правда тебе до лампочки? Ну, видимо, до лампочки. Видимо, настолько самовлюбленный болван, самовлюбленный павлин, да? Ну и хрен с ним. Ну и в связи с этим даже и можно порадоваться, что у него там уголовное дело заводят, и что, по общему мнению, глубинное государство до выборов его не допустит. Поэтому Трамп президентом не станет. Ну и слава тебе, Господи, да? А все эти сливы, все эти утечки, это настолько, так сказать, дымовая завеса, это настолько дезинформация, это так очевидно. Тем более, что первый слив был ну такой вообще вот никаковский, вообще из него там торчали все мыслимые уши. И даже общее мнение, что это все сама Россия сделала. Склеила на коленочки, так сказать, замазала там данные по потерям войск. Вот, поэтому сейчас развивается ситуация дальше, но это опять-таки только дымовая завеса, только вот сбить с толку украинских, русских генералов, все эти штабы, чтобы все, кто там, так сказать, планирует какую-то защиту, чтобы они там сбивались с ног, куда войска, куда бежать, куда ставить дивизии, как защищаться будем. Да никак не защититесь. Глеб, но тут же очень интересное как бы умозаключение вот в контексте там, Третьей мировой той же. Оказывается, самолет-разведчик, внимание, чуть не сбили русские и чуть-чуть не хватило до прямого участия США и НАТО в войне в Украине. Вот какие неожиданные выводы после этих сливов. Не верю. Чуть-чуть не считается, как в старом детском анекдоте. Но предположим даже страшное, что сбили бы самолет. И чего? После этого полетели бы межконтинентальные боевые ракеты на Кремль? Нет, не полетели бы. Или в Новое Огарево на все дачи Путина? Нет, не полетели бы. Слава богу, так сказать, в западном мире мозгов хватает. По крайней мере, вот в самые адские авантюры не ввязываться. Они там могут что угодно куролесить с деньгами, они могут, так сказать, там с Син Цзиньпинем бодаться, но никаких жестких действий делать не будут. Это и недостаток Запада, но это его и достоинство. Поэтому в этом плане мы можем быть спокойным и спокойно ждать наступления украинских войск. И больше ничего. Ну, от вас, от нас, от всех, кто ждет наступления украинских войск, уже успел отмахнуться Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Сказал, что, мол, не нужно вот этого всего, наступление ВСУ уже идет. Поэтому не надо привязываться к датам, вот этим решающим битвам. Все идет по плану, все нормально. Вот как вынужден говорить в пылу этого ажиотажа подготовки наступления Данилов. Что скажете? Слушайте, Данилов много у вас делает заявлений, от которых все, так сказать, начинают чесать репу и думать, елки-палки, это ему Зеленский сказал так сказать, или все-таки это он сам творчеством занимается? Я не понимаю, зачем так говорить. Ну, наступления нет, мы это понимаем. Войска стоят. Так сказать, все подводят силы кто куда. Зачем Данилов говорит, что оно уже и наступление идет? Чтобы чего? Чтобы мы меньше говорили? Мы будем говорить. Ну, нам больше не о чем говорить. Ну, история делается вот на украинском фронте. Все остальное, даже страшно сказать, на планете, имеет меньшее значение. Ну, наверное, я загибаю, много чести. Наверное, много мы, русские и украинские, думаем о себе. Наверное, все-таки мир больше.
И, наверное, все-таки там Китай, Америка и Европа с их деньгами, с их финансовым кризисом, наверное, имеет большее значение, чем вот война. Ну, блин, нет. Для нас точно эта война главная, а все остальное мелочи. Западная пресса последние дни, ну вот, достаточно критично отзывается об Украине, об там батальоне Азов, Вашингтон-Пост пишет. Да и вообще, знаете, так кучненько пошло. А вот с ПВО проблемы не смогут ничего отразить, и, по всей видимости, в мае господство в воздухе российской авиации, ну, скажем так, возобновится. Но вот вообще какие-то вразрез заявления вот этим, скажем так, относительно оптимистичным ожиданиям. Почему? Слушайте, это кремлевский пиар, 100 пудов. И Вашингтон-Пост – это как раз такая вот желтая газетенка, которая, да, недорого возьмет, напечатает тебе, что хочешь. Только заноси. И тут вот более же серьезное заявление, кто это, бывший шеф ЦРУ или разведки, сказал, что вообще-то Путина бы пора пристрелить, да? Согласитесь, это немножко, так сказать, перевешивает всю вот эту вот болтовню во всяких вот желтых газетенках. Ну, это правда. Это британский генерал, лорд, говорит, Путин погибнет, как Юлий Цезарь, а Брутом будет Герасимов. Во как. Это свежее заявление. Кто-то еще из американцев сказал дня 2-3 назад, вот, Брут, Юлий Цезарь, господи, боже мой. А ваши избиратели, уважаемые англичане, вообще знают, кто такой Брут и Юлий Цезарь? Вы уверены? А может, вы слишком хорошего мнения о своих избирателях? И вы знаете, как там, так сказать, кто погиб, что Цезаря зарезали? Вы сейчас представляете себе покушение, вот то, что было 100 лет назад, а тем более 2000 лет назад? Тогда вот 100 лет назад в этой Европе кого угодно убивали. Вот последнее мое разочарование, это в 1909 году убили премьер-министра Японии, ну уже отставного, такого 74-летнего Ита Хирабуми. Герой Японии. Он сделал реформы. Он сделал Японию офигенной страной, которая выиграла войну русско-японскую. Благодаря ему в значительной мере. Вот он прям первое лицо, и его берут и убивают. И как? Он на вокзале сходит с поезда, он приехал куда-то в Китай, по-моему, или в Корею, там какое-то мероприятие, его там встречают там почетный караул, то сё. И приходит с пистолетом какой-то там местный отморозок, корейский националист, и его убивает. Ну какая там безопасность? Ну, представляете, какие дикие времена. И это не Юлий Цезарь, это 100 лет назад всего-навсего. А сейчас что? Кого ты убьешь? Куда ты подойдешь? И в Рональда Рейгана стрелял какой-то там одинокий сумасшедший. Помните? Когда Рональд Рейган потом на пресс-конференции сказал: Нэнси, извини, я не успел пригнуться. Это он жене сказал. Вот, собственно, Путину ничего такого не грозит. И мое вот прям глубочайшее, так сказать, убеждение, я прям 50% вероятности дам, что Путина убьет одиночка. Кто-то из его охраны. Один парень с пистолетом, которому вот так это все достанет, он слушает втихарца, не знаю, на каком там чужом телефоне, чтобы, не дай бог, не спалиться, он видит, что творит Путин и его, так сказать, преступный режим вот уже год с лишним. И вот он берет и на дежурной смене пистолетом бабах Путина. И нет Путина. Да, после этого парня убьют. И он это понимает. Его застрелят другие ребята из его дежурной смены. Я жду такого. И никто не защитит. Такого, а в заговор ни в какой не верю. Никакие генералы сговориться не могут. Непрерывная прослушка. Друг другу не доверяют. Вот не те времена. Заговора быть не может. Вы знаете, вот мы с вами говорили вот чуть-чуть. Мне вот просто интересно ваше мнение, как человека, ну, такого прожженного, да, в этих всех заявлениях, воспоминаниях, фактах, домыслах, псевдофактах, и то, чем они являются спустя какое-то время. Здесь глава Минобороны украинской Резников сообщил, что он едва не попал в плен во время вторжения Российской Федерации, мол, это
было в районе Гостомеля, они там направлялись в защищенный командный пункт, он должен был ехать туда, там полминистерства там собиралось под Киевом. Ну и первым же, как бы, вот могло попасть в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства бы была там, почти в плену. Поэтому мы распылились по разным зданиям, которые принадлежат Минобороны, и, слава богу, их в Киеве хватает. Это прямая речь из интервью Резникова. Смотрите, но ведь вот эти воспоминания уже более годичной давности, а что они нам дают сейчас? Как вам кажется, вот это практически то же самое, что чуть не сбили самолет и чуть НАТО и США прямо не вписалось за Украину? Зачем вот эти все? Это уже подготовка к мемуарам каким-то? Нет, я думаю, что это означает, что у Резникова аппаратные позиции зашатались. И ему понадобилось вот о себе напоминать, ему понадобился такой пиар. Пиар, на мой взгляд, неуклюжий. Но, видимо, другого пиара у него нет. Это Залужный может, так сказать, ему есть чем похвалиться. А Резников-то чего? Кстати, в этот же день сидел тоже... там, да, закупки для армии совершал. Героическая личность. Я не верю в политические перспективы Резника никак. То есть я думаю, что Резников, так сказать, после войны отправится в отставку, и все. И о нем все забудут. И он, видимо, уже предчувствуя вот эту вот свою судьбу, пытается сейчас что-то такое куда-то примкнуть к реальным победителям, к реальным бойцам. Не получится. То есть война все расставила на свои места, у каждого человека есть цена реальная, по делам, по заслугам. И, конечно, после войны ветераны войны будут очень мощной политической силой в Украине. Прям очень. Я думаю, самой мощной. Вот. И я думаю, что Резникова они в свои ряды не возьмут. Думаю, не возьмут. Сейчас вокруг Бахмута много копий ломается, вновь включились и подключились разного рода конспирологи. Пушилин там уже в Бахмуте фотографируется, снимает видосики. Говорит, 75, а может больше процентов города захвачено. Но вместе с этим какая-то очень странная оттуда вот повестка информационная. Вот буквально еще там 2 дня назад уже должна была поставлена точка быть по всем законам жанра. Но нет, все продолжается. И в который раз выходит Пригожин, говорит, 400 тысяч ВСУшников вот примерно в тех краях, и как ударят сейчас контрнаступлением. Хотя вот по кирпичу идет движение вперед в самом Бахмуте у российской стороны. Что за игры ведет Пригожин в отношении вот этих заявлений, которые там вот вразрез там заявлениям официальным? Почему ВСУ ведет себя именно так и, скажем так, наотмашь уже не делает каких-то или выходов, или резких ударов в глубину? И вот, много уже как бы версий на этот счет. Что вам кажется? Вот что, возможно, мы, перебирая все эти версии, вот не заметили? Слушайте, все про Бахмут всегда говорили одно и то же, что там происходит бессмысленное наступление русской армии, бессмысленный расход личного состава, и поэтому это выгодно, и поэтому туда приезжал 2 раза Сырский, генерал смотрел на это все и говорил, что не, будем дальше защищать Бахмут. Но вот недавно я у кого-то вычитал умную мысль, что, а ведь, пожалуй, Бахмут еще имеет такое символическое значение, что нельзя Украине сдавать Бахмут, потому что тогда на Западе раздадутся голоса. Вот видите, слаба украинская армия, не может, так сказать, удержать, сдает позиции, незачем им помогать, надо как бы договариваться, надо их усаживать с Путиным за стол переговоров. Вот, наверное, это, так сказать, имеет значение. Если честно, все равно, вот я это проговорил, а сам в это не верю. Вот мне кажется, что даже и Бахмут можно было бы освободить реально, и ничего бы не прекратилось на Западе, никакая помощь Украине. Как вот шли поставки вооружений, как шли вот эти вот 3 там корпуса готовят, там армии, то все готовится к наступлению. Это вот система, это машина, это тоже бюрократическая машина, она запущена. Она уже работает, и вдруг от того, что тут какой-то Бахмут, 3 развалины освободили, из-за этого вдруг резко разворачиваются, когда все, стоп.
поезд там идет с гаубицами, остановить, все, не надо, пусть он остановится на станции. Нет. Машина войны, она такая очень такая огромная, мощная, она неповоротливая, но зато ее на ходу не остановишь. И уж точно никакими, так сказать, движениями вокруг Бахмута ее нельзя остановить. Ну, завязаны там русские войска, все это видят. Ну, все видят, ну, вообще никакого продвижения. Это просто вообще, ну, я даже не буду в сотый раз говорить о том, что у меня ощущение тотальной импотенции русской армии, что, в общем, наверное, там даже хуже, чем мы это себе представляем, вот по тем видео с мобиками, шмобиками. Сегодня вот был очередной мобик, ему там какие-то командиры по физиономии сапогами бьют. И на мобике нету погон, и непонятно, кто он вообще. Он вообще солдат русской армии или нет? А может быть, он ДНРовец, ЛНРовец? Кто они там? Милиция ДНР или хрен поймешь, кто это? А может, это вообще вагнеровцы какого-нибудь зэка своего мордуют? Но понятно, что те, кто его мордует, они пьяные. Вот это видно. И я думаю, блин, это кто ж так бухает там, так сказать, на передовой-то, и солдат в пьяном виде мордует? Неважно, кто этот солдат, зэк или там ДНРовец, или прям реальный солдат, да? Но те пьяные командиры, которые вот этим занимаются на фронте, блин, кто бы они ни были, это же разложение армии такое адское, что ну просто пипец. Ну то есть, да, можно выпить, напряжение огромное. Ну ты выпей и ляг спать, а не то, чтобы своего солдатика сапогами по роже. Это просто пипец какой-то. Ну, подобных вещей хватает в армии, хотя вот если мы зашли в эту тему, то здесь есть две истории, которые я бы хотел с вами вот по поводу этих мобилизированных обсудить. Одна из Чувашии мобилизированному, ему 6 лет колонии дали. 6 лет. За то, что тот ударил своего командира, причем его в октябре 22 года под вот эту волну Чувашии мобилизовали. И по версии следствия он в части ударил офицера, и во время расследования его в другую часть прикомандировали. Ну и там, собственно, он оттуда вообще убежал и поехал домой. Ну, в общем, вот такая мобилизация. Но вот такие строгие наказания, вот такие истории, ну, наверное, дисциплинируют. Слушайте, классная история, я как-то пропустил, надо же. Я вроде на столько пабликов подписан. В этой истории самое главное не 6 лет приговор. 6 лет – это пустой звук. Это как приговор Карамурзе 25 лет. Да всем понятно, что этот режим не продлится не то что 6 лет, а даже года не продержится. И поэтому тут самое главное, что он дал по роже этому командиру, и я понимаю, что было за что. А потом еще и сбежал. Блин, крутой мэн. Вот это вот классный чувак, вот это молодец. Другое дело, что, так сказать, какое у него там прошлое, его мобилизовали, он просто рядовой, он никакой не зэк, не вагнеровец, он просто обычный парень, да, которого загребли и отправили в армию, да. И когда он увидел, чего командиры творят, он взял и дал по роже этому командиру. Хорошая история. Обычный, да. Нет таких каких-то, скажем так, данных, что он или сиделец, или еще кто-то. Ну, тогда офигенная история. Просто это надо пиарить. Что-то не дорабатывают украинские пропагандистские каналы. Надо, так сказать, выкидывать эту информацию. Офигенная история. Она просто повышает боевой дух. А то мы уже все думаем, что, ой, блин, русский народ, он вообще ни на что не способен. Его там в мясные атаки гонят, голова холодного, голодного, без артиллерии, с ржавым автоматом, а он ни хрена. А он, оказывается, хрена. Он, оказывается, может дать по роже этому пьяному командиру. Блин. Ну да, это как депутат Единорос в Перми, кажется, да, вот я запамятовал. Взял и вышел из «Единой России», в которой 10 лет состоял. Взял и вышел. Почему? Потому что, ну, не согласен он с пропагандой войны. Он говорил, мы всю жизнь ходили на демонстрации, носили таблички «Мир, труд, май», «Миру, мир» кричали. А теперь, получается, если я выступаю за мир, то я под статью попадаю. Не хочу быть в «Единой России». Но это тоже такой очень интересный пример. Уже людей в возрасте, уже таких, ну, россиян, которые уже год на это все смотрят. Вторая история про мобилизованного, точнее, как сказать, вернувшегося из войны. Но тут не мобилизованного, тут, наверное, вагнеровца. В общем, задержали за нападение парня на пенсионерку. Он пытался ей поджечь квартиру, сломал нос, представился, что, ну, якобы ему 26 лет, и он был участником, полгода воевал за Вагнер. Ну, эта информация, ее нужно
проверять, но тем не менее. Он вломился в квартиру соседки, у которой якобы находился мобильный телефон его кричал, бил пенсионерку, требовал вернуть устройство, схватил нож, в общем, угрожал. Ужас. Женщине удалось там потушить огонь, который он там развел, что сейчас спалит ей квартиру. В результате его задержали, а вот пенсионерку пришлось госпитализировать, и медики, у нее там перелом носа, вывих пальца, ушибы, кровопотеки. Смотрите, вот почему я вот с вами хочу обсудить эту историю. Потому что вот, вы там гражданин Российской Федерации. Я гражданин Украины. Мне как бы все равно. Но гражданину Российской Федерации вообще вот обсуждать эту историю, как же, это дискредитация добровольца, дискредитация там военного российского. Уже новое законодательство и новая статья. Что происходит? То есть, когда вот такой дурдом творится, а мы, люди имеется в виду, не мы-то в Украине можем, вот просто люди не могут об этом даже сказать. Слушайте, в этой истории самое главное, что отморозки уже возвращаются с войны. Я думал, что отморозки там пока и будут воевать до конца. А их, видите, оттуда отпускают. Видимо, Пригожину нужны эти вот случаи, что вот вернулся целехонький, и теперь он может спокойно разбойничать на воле. Поэтому давайте, ребята, ко мне, у вас есть возможность вырваться. Но представим себе, что война закончилась, и с войны вернутся и такие, и другие. И вот тот герой России, который дал в рыло командиру, и вот этот вот отморозок, который бабушку там, так сказать, чуть не спалил. И те, и другие, они будут, так сказать, между собой сражаться на воле. На чьей стороне будут менты? Менты, наверное, как в дикие 90-е, будут прятаться. Вот, и ждать, пока друг друга, значит, поубивают. Это у нас, так сказать, в России, в общем, ждет нас такая история. Я говорю нас, слушайте, Саш, я уехал из России. То, что у меня этот паспорт, хрен бы мне с ним, этим паспортом, я не хочу возвращаться в Россию. Нет, так они я вот прям совсем не хочу. Они же штопают дела направо и налево. Уехал ты, не уехал. Да пусть они мне штопают, я здесь, в Стамбуле, что вы мне там штопаете? Штопайте. Что мне в Стамбуле-то? Приштопайте, я поеду, что ли, к вам туда, к вам заштопанным там? Штопайте там, что хотите. Не-не, это другая история, серьезно. Саш, я гражданин мира, я профессиональный журналист, я не пропаду. Я вот могу зарабатывать, и в Америке меня вообще ждет, так сказать, как выяснилось, я здесь только узнал, что я могу получить визу талантов, так называемую. Приехать туда и работать, YouTube снимать. И меня вот это вот, монетизация будет кормить. Сейчас у меня никаковская монетизация, и мне ее еще не платят, потому что там заблокировано, ты не можешь на свой счет в России ничего получать, переключить его на турецкий не можешь. В общем, ни хрена, так сказать, смехотворно. И я не работаю на монетизацию. Я работаю на умных, я работаю то, что мне интересно, меня не волнует количество просмотров. Я делаю ролик, если его соберут там 100 тысяч просмотров, отлично. Понимаете? Хотя, в принципе, я знаю, как сделать ролик, который наберет там миллион и так далее, но это надо что называется, хайпануть, да? Не хочу я хайповать, я нахайповался в программе «Максимум», мне не надо. Один хрен, мне даже денег с этого не придет. Они мне никуда никто не платит, Google, понимаете? Там бюрократия какая-то. Но если я вдруг ломанусь в Америку, пожалуйста, я регистрирую новый канал, уже американский чисто и так далее, и там деньги другие говорят. То есть мы с вами тут должны 1 миллион просмотров набрать, а в Америке достаточно 200 тысяч. И получишь те же деньги. Вы понимаете? Поэтому мне так сказать, я, видит Бог, не хочу в Россию обратно. Понимаете? Потому что там огромное количество людей со свернутыми мозгами. Я не хочу тратить время своей жизни на то, чтобы выворачивать им мозги обратно. Правда, Саша, это не лукавство. Очень многие не верят, очень многие мне говорят, ты, Глеб, наверное, ждешь своего часа, чтобы туда вернуться. Да нет, не жду, не хочу, вообще. Это вообще не лукавство. 55 лет, 54 года я сидел в этой России. Ждал, что мне дадут, так сказать, там развернуться. Я же понимаю, что я ждал. Что дадут развернуться. А мне сужали поле возможностей. Наконец кончилось тем, что я снимал видеоблог о том, как я домики загородные строю. Пипец, сейчас подумать страшно. Понимаешь, до чего доработался профессиональный журналист. Нахрен я поеду обратно в Россию? Даже если там режим накроется медным тазом, даже если там придет новая власть, и надо будет этот народ переубеждать. Этому народу надо будет объяснять, что Америка вам не враг ни хрена, а тем более Украина.
У вас в каждом течет украинская, белорусская кровь, там не разберешь. Вы понимаете? Не хочу я убеждать. Ну так напишут сейчас, тоже придут, скажут: о, Иуда предал родину, Россию, Пишут матушку. каждый день, что вы? Сейчас вот залезь в мой YouTube, за день мне написали десяточек раз, как с куста. Я вообще не реагирую. А что отвечать вообще таким людям? Вот, ну... Я придумал формулу. Ха-ха. 4 буквы. Прям прекрасный ответ. У них сразу реакция. Как ха-ха? Ты что, не хочешь дать нам в рожу? Не хочу. Ты же просто идиот. Ты пишешь, что мне Иуда, да? Прикольно. Мне смешно. Какой ты идиот. Я не собираюсь с тобой ни воевать, ни ругаться. Ха-ха. И вот это прям, мне кажется, и писать удобно, Саш, рекомендую. Смотрите, 4 буквы всего. Раз, и прям, и ты ответил на комментарий. И ты прям общаешься со зрителем, а? Прекрасно. Ну, здесь еще, оказывается, я так удивлен был, да, вот так, особенно когда смотришь, какие новости, как ранжируются, где там в России. Есть еще слово «ёби да ёби». А это в Красноярске магазин японской кухни. Вроде бы как там день субботы, субботний день, как-то так переводится с японского. И там целый суд в Красноярске определили, что он не смог как бы подтвердить, что йоби да йоби это название из японского там какого-то слова про субботу. Поэтому измените название, пожалуйста, сушисты красноярские. Нельзя так. Поэтому тут как бы со словами можно подобрать разные, которые играются. Но ведь вообще, если разобраться, рубль летит в тартарары, а тут вот каких-то сушистов, какой-то, это же мелкий бизнес, маленький бизнес. А тут их вот так штурмуют, говорят: давай, как бы прессуют, давай меняй название. Саш, настолько в российской глубинке депрессуха. Я же всю Россию объездил за последние 20 лет, да больше, как журналист. Где я только не был, в самых что ни на есть дырах. В Сочи-то я попал, когда видеоблогером стал, а пока я был в программе «Максимум», там Барнаул, Бийск, господи, где это, вы понимаете? Я все посмотрел, какая там глубочайшая депрессуха. Вы понимаете, маленький город, одна власть, мэр, там мент, ФСБшник, главный строитель, главный торговец, главный тот, все схвачено. Микробизнес ты какой-то можешь сделать, там, ларек по продаже, не знаю, губной помады ты можешь открыть. Чуть подняться выше, что ты? Дороги, не дай бог, делать, что ты? Дороги плохие, на дорогах воруют серьезные дяди. Все схвачено, болото, глубочайшая вертикаль власти. Никакой там ни конкуренции, ни борьбы, ничего. Вот мрак, понимаете, мрачное вот такое настроение практически вот везде в российской глубинке. Иногда были какие-то всплески, когда вот в Хабаровске избрали мэра, этого губернатора, он был хороший, его посадили. В Томске, в Восточной Сибири был офигенный мэр, посадили. Вот это отдельные частные случаи, всегда ненадолго. И после этого снова болото, понимаете, так вот раз и затянулось вязкой вот этой вот зеленой растительностью. Жутчайшее настроение. И поэтому, когда для них вот эти вот там ёби да ёби, да хоть какая-то движуха, понимаете, они уже хайпанули, эти ребята. Они уже сделали себе бренд. А то, что суд, да спасибо. Теперь они вместо ёби да ёби назовут елки да елки. Очень будет похоже по буквам, что это примерно то, и все будут ходить, ухмыляться, и все. Ребята сделали себе шикарную рекламу, молодцы, талантливые и так далее. В наше, так сказать, вот глухое, мертвое время. На самом деле я же вижу массу людей, которые, Стамбул это прям вот, прям прихожая России. Здесь огромное количество людей. Я тут цифру узнал. Вот это выражение, Глеб, извините, я сакцентирую. Стамбул, да-да, прихожая России. Ну, конечно. А вы знаете другой город, через который туда-сюда все летает, все люди из России выбираются и возвращаются? Такого второго города нет. Ереван. И тут появилась цифра, что за прошлый год почти 1 миллион этих видов на жительство в Стамбуле, не в Стамбуле, по всей Турции получили. Я так думаю, да ладно, это не может быть. А сегодня выходят данные МВД Черногории. 250 тысяч за год ВНЖ получили новых. Маленькая Черногория и огромная Турция, почти 100-миллионная страна. А мне говорят, а что ты удивляешься?
В Алании 200 тысяч. Ну ладно. Значит, наверное, и в Стамбуле 500 тысяч, 500 000. Вокруг меня русский мир, только настоящий русский мир. Ни одного мента, ни одного ФСБшника, ни одного чиновника, только частный бизнес. То есть все люди, которые зарабатывали своим трудом, своим талантом, своими мозгами. Настоящий русский мир. Я так думаю, ни хрена себе. Нас что здесь в Турции? 1 000 000? Охренеть можно. Так мы и есть Россия. А эти там, вот, понимаете, там, когда я говорю, и сразу обижают тех, которые там приличные остались, им дико трудно. И я их тоже встречаю. Мы тут дедушку провожали в аэропорт Стамбула. Женщина ко мне подходит, говорит: ой, Глеб, спасибо, смотрю ваши ролики. Я говорю: а вы где живете? Я в Россию, я возвращаюсь. Я говорю: а что же вы не сбежали? Это хорошо одета, я вижу деньги. Она сюда приехала, в Стамбул, там на недельку там потусоваться. Ну, у меня вот там 2 сыновей, одному типа 14, другому 18. Елки-палки, что ж ты их не вывозишь? Ну вот, понимаете, иммиграция – это все-таки испытание, это все-таки такой квест, который ты проходишь. Это нервно, это геморройно, да? Спокойнее сидеть. Но вот она смотрит. И поэтому я вот тоже вот не готов кидаться дерьмом в сторону, так сказать, русских, которые остались в России. Там полно приличных людей, им очень трудно. Они затаились. Да, им не хватает, видите, даже денег им иногда хватает, чтобы сбежать оттуда. Однако они, видите, не бегут, они сидят. Они приезжают в Турцию чисто вот потусоваться. Но они не входят в статистику вот этого 1 000 000. Я повторяю, это те, кто получили ВНЖ. А здесь в Турции можно 3 месяца без всякого ВНЖ находиться. Понимаете? Поэтому все, кто сюда приезжает, туда-сюда, выпить пивка, вот завтра дружок звонит, приезжает, говорит: давай выпьем, давай. Приеду в центр, поболтаем. Как там ваш телевизор сводит вас с ума? Мне прям интересно, я прям вникаю. И я знаю, что думает там русский генерал в Москве, там какие-то предприниматели, какие-то чиновники, какие-то сотрудники телевидения. Я прям знаю это из первых рук. И те из них, которые себя не обманывают, ох, им тяжело. Они должны постоянно внутри себя бороться. Они все время на стреме. А вот те, как вот русский генерал там, который, он никого не убивает, он там в тылу, понимаете, там служба идет, солдат спит, служба идет. Он смотрит телевизор с утра до ночи и вообще ничего знать не хочет. Если мы с вами покажем ему что угодно, любое видео из Бучи или там фильм Навального про дворец Путина, он не будет смотреть. Он не хочет даже рисковать. Меньше знаешь, крепче спишь. Это первый принцип у военных. Второй принцип: солдат спит, служба идет. Вот так. И вот я так сижу, думаю: елки-палки, а что с вами будет, когда власть рухнет? Какой-то новый режим скажет, что, вы знаете, Америка не враг и Украина не враг. Крым забрали, придется вернуть. Возвращаем? Ох, как они. Ну, мне кажется, они легко переобуются, им плевать. Им как было плевать, они будут нести новую повестку с легкостью. Странно, ведь в этой формулировке «русский мир» зашито столько дерьма, а вы говорите, что это хорошо, потому что за пределами России. А в чем разница, если люди одни и те же? Ну, не одни и те же. 1 000 000 нас, которые получили здесь ВНЖ, мы с ними вот вчера там на стендап-шоу мы ходили с ребятами вот в нашем этом. 3 классных комика. Там политических шуток, будь здоров. Там матом Путина и как угодно, вы понимаете? То есть это здесь норма жизни. И это не главное. Понимаете? То есть это как бы часть нашей культуры. Понимаете? Ну, вам не нравится слово «русский мир»? Да, наверное, зря я обзываю хороших людей таким словом. Ну, наверное, да, надо придумать. Но я не знаю, какое. Вы понимаете? То есть, видите, я же сказал, настоящий русский мир. Вы понимаете? То есть, вот как бы... Да, Саш, я вот даже не знаю, почему вы меня заставляете об этом так много говорить. Ведь я абсолютно уверен, что украинцам нет дела до вот русских. Хорошие русские, плохие, хрен вас там разберет, нам плевать. Выведите свои войска, заплатите за разрушенные города. Верните детей, которых угнали из Мариуполя. Вы понимаете? И все. И что там кто думает? Кто там из вас хороший, кто плохой? Какая у вас там русская культура? Вам, украинцам, ну реально до лампочки. Ну признайтесь, Саш. Нет, ну погодите, мы же от России никуда не денемся, когда выйдем на границы 91-го года. Да куда вы уже делись? Вы заодно у вас Великое княжество Литовское. Да ладно. Я был в Польше, я же вижу, какое единство между Польшей и Украиной. Польша, Украина, страны Балтии – это новое супергосударство. Да, оно, так сказать, жаль, что оно не объединяется в одно государство, это было бы классно. Но это будет восстановление исторической справедливости. Вот тогда, Саша,
Помните, в середине 17 века, когда вас, Саша, угораздило почему-то присоединиться к Московии, а ведь вы могли присоединиться к Литве, к Речи Посполитой. Как раз тогда Нет, она была в расцвете сил. погодите, Саша? но мы же не от Какую вы хорошей, ошибку, Саша, не допустили, от хорошей жизни мы присоединялись к хорошей. Эти Москве. казачки с чубами могли что к московскому царю присоединиться, что к Речи Посполитой, однако вы почему-то выбрали московского царя, батюшка. Просто у нас же не принято сейчас говорить о том, что из себя представляли польские ляхи, да, вот эта вот конфронтация, вечная борьба, угнетение. У нас это все вычеркнули, забыли, на какой-то период времени. Такое ощущение, что и в школе никто ничего не проходил. Зато все радуются новой Речи Посполитой. Давайте порадуемся вместе. Это вы сказали, а не я. Я считаю, что вот та Польша, которая была Речью Посполитой, при всех, так сказать, закидонах отдельных, так сказать, дворян, в принципе, была мощное, достаточно прогрессивное государство. То, что в это время творилось в глубокой Москве, было намного хуже, намного более людоедское, намного более отсталое, намного более глухое, намного более бесчеловечное. И поэтому, так сказать, да, всегда во все времена, в феодальные времена существовали отмороженные помещики. И они равным образом притесняли не только украинского крестьянина, но и своего поляка, они тоже человека не считали. К сожалению, там был польский сейм, где каждый, по-моему, дворянин имел право вето. И вот это угробило Речь Посполитую. Лучше бы, наверное, король был посильнее. Но это, так сказать, опять-таки, это вам исследовать. Вот сейчас, лучше сейчас смотреть, что происходит. Да, единство Польши, Балтии и Украины. Единство 3 стран, которым есть на чем объединяться. Есть против кого объединяться. Причем в том числе отмежеваться от этой зажравшейся там Франции, Германии и малость политкорректной Америки. Вы понимаете? Прекрасная так сказать, региональная такая единство, общность. Я лично верю в то, что вы реально становитесь единой мощной силой. И вам плевать на Россию, что там будет. Посмотрите новый мультфильм «Масяни», нет, предыдущий, где, значит, Петербург, 2050 год. Там, так сказать, Московия за забором, за колючей проволокой, и чтобы оттуда получить визу, нужно сдавать и выйти в свет, съездить в люди, нужно в том числе сдавать экзамен по украинскому языку. Прикольная шутка. В этой шутке большая доля правды, Саша. Беларусь. Давайте обсудим. Лукашенко неожиданно встречается с Шойгу и говорит, или как просит, или заявляет, я не знаю, какой глагол подобрать корректнее, что, мол, Россия должна защищать территорию Беларуси как свою. Я, поскольку каждый день в эфирах, там, в новостях с разными экспертами, меня немного перекосило в кривой улыбке. Последнее время уже и Россия активно публикует, например, удары по Белгородской области. Прям картинки, как прилетает в Белгородскую область. Каждый день беспилотники, каждый день какие-то пожары странного происхождения, взрывы где-то, что-то. О чем говорит Лукашенко? Лукашенко, как уж на сковородке, продолжает извиваться. Он куда более интересные вещи несколько дней назад сказал. Он сказал, я предлагаю в ближайшем будущем все ядерное оружие собрать в одну кучу и уничтожить. Елки-палки, это же такой выпад против Путина. А если у Путина не будет этой ядерной елды, чем он будет грозить всему миру-то? Вообще нечем будет. Уже вообще никто нигде его не будет бояться. В Америке же есть еще какие-то там отдельные дураки, которые Путина боятся. И даже они перестанут. Поэтому нет, Лукашенко это хитрейший уж, извивается крестьянин изо всех сил. Я думаю, что его так или иначе это все не спасет. Но я просто реально, Саш, я не понимаю, как история повернется причудливо. То есть, бесполезно фантазировать. Мы с вами про Россию-то не поймем, какая она будет, а Белоруссия. По-хорошему бы Белоруссию присоединять к этому вашему единому союзу. Украина, Польша, Белоруссия, страны Балтии. И белорусы, как народ, очень к этому приспособлены. Они работящие, они толковые, они аккуратные. Сколько у меня было строителей белорусов, сколько я сейчас белорусов в Варшаве встречал. То есть это реально прям народ готовый ко всему хорошему. А отморозков я среди белорусов, если честно, не встречал. Слушайте. Мне остается добавить, что моя бабушка стопроцентная белоруска с деревни Средней Заславского района на границе с Польшей, поэтому, все, то есть прям
Слава Беларуси! Да, хай живе, да, как там говорят. Но это прям вы сегодня как бы балуете, да, вот этими формулировками, фразами. Народ, который готов, чтобы у него все было хорошо. Но это прям характеристика народа. Очень интересная. Это я сейчас так сказал, да? Да, готовность к лучшей жизни, да? Блин. То есть есть народы Хорошая. готовые к лучшей жизни, а есть, получается, к лучшей жизни народы не готовые. Вот какая интересная. Среди русского народа огромное количество, наверное, там четверть населения точно не готовы к русской жизни, к хорошей жизни. Вот не готовы. Я же вот 2 года строил загородные дома, я их построил 40 штук. Через меня прошло много сотен рабочих. Белорусы толковые. Западные украинцы вообще золотые, но их уже невозможно. Они уже где-то там в Германии работают. Вы понимаете? А из глубины России приезжает человек, который и выпьет, и это самое, и украдет, и за ним глаз да глаз нужен. Я же это на своей шкуре испытал. И это, как говорится, самый подвижный. Это тот, кто поднял задницу из своей глубинки, приехал в Москву, и его тут ждет зарплата там от 70 до 100 тысяч рублей. Не зарплата именно, а что потопаешь, что и слопаешь. У меня была строго выработка по сдельно. Вы понимаете? 100 тысяч рублей – это шикарные деньги. Я всегда возмущался. Мать твою, да нахрена ты пьешь, сидишь? Чего ты не работаешь? Стольник. Ты у себя в глубинке 20 в месяц не можешь получить. Чего ты приехал сюда? Нахрена ты пьешь? Зачем вообще тогда ты приехал? В чем кайф пить в строительном вагончике? И мы начинаем, так сказать, дальше в психологию углубляться. Может, он от жены сбежал. С женой там особо не запьешь. А тут сидишь в строительном вагончике. Пусть ты раздолбай и заработал мало, но на водку хватает. Сидишь в кайф. Блин, вот это та часть русского народа, которая ни хрена не готова к хорошей жизни. Реально. Я вам, Саш, больше расскажу. Мне было 14 лет, соответственно, это был 1982 год. После 8 класса нас всех заставили поехать в трудовой лагерь в Краснодар собирать яблоки. И вот у нас было полкласса так называемых, ребят из приличных семей, интеллигентов, которые идут в 10 класс, а полкласса, которые идут в ПТУ. Это ругательство из 3 букв, профессионально-техническое училище, где типа, как будто все алкаши, хотя на самом деле не так, но приблизительно. И вот мы приезжаем и начинаем работать. Мы, интеллигенты так называемые, делаем норму, я привез 40 рублей оттуда, а это пьянь, рвань, курили с утра до вечера, спать нам не давали. И привезли по 25 рублей пролетариат, рабочий класс. Это в те времена, когда вот эта советская власть пела осанну рабочему классу и говорила, что пролетарий – основа всего хорошего, а интеллигенция – говно нации. Леонид. Владимир Ильич Ленин. Цитата. «Интеллигенция – говно нации». И вот мы, интеллигенция, делаем план. Собираем яблоки в таких количествах, что привозим денег себе и вообще вам обеспечиваем. Я это запомнил. Вот кто говно нации. И я этому говну нации это помню с тех пор. 40 лет прошло ровно. Поименно помню всю эту пьяную, курящую рвань и тварь. Всю помню. Да вы такой антимарксист, получается. Не то слово. Тогда в продолжении темы очень интересная новость пришла. В Испании, в Валенсии впервые в мире, это важно обсудить, пройдет эксперимент по 4-дневной рабочей неделе. В ходе эксперимента проанализируют, как вот эта сокращенная рабочая неделя влияет на здоровье, на благополучие местных жителей, в среду окружающую, экономику, ну и особенно, понятно, в сфере там, гостеприимства, досуга, ну и так далее. Ожидается, что результаты будут представлены, быстро относительно, в июле, то есть продлится какое-то время вот этот эксперимент. Как вы думаете, вот мне просто интересен ваш взгляд на эту идею, эту инновацию, ведь сейчас какой-то мир, вот он совершенно другой. Это мы встречаемся с вами, потому что условно нас с вами познакомила война, да, вот эта несправедливость, вот этот ужас и кошмар, который еще пока даже не думает, как остановиться. Но в мире, вот в большом мире, ведь это уже рудимент, вот эта война. Вкалывать, как папа Карло, это уже рудимент. Люди думают о себе, там, искусственный интеллект,
чат-боты разные, да, с нейросетями. И вот такая рабочая неделя. Ну, Саш, мы на пороге слома мировой системы и перехода мира в другое состояние. Хрен с ней, с Валенсией, есть более важная вещь – планета Нептун. Она зашла в Водолей. Это случилось в последний раз это случилось в 1789 году, и, как вы знаете, тогда случилась Великая Французская революция, через 10 лет пришел к власти Наполеон, прошел по всей Европе, дал гражданский кодекс Наполеона всем, от Валенсии до Польши. И Турция тоже имеет гражданский кодекс Наполеона. Ататюрковский министр финансов взял гражданский кодекс, а он учился в Швейцарии. То есть это на французском языке был прям гражданский кодекс, он здесь действует. Вот весь мир 230 лет живет по новым правилам. И обратите внимание, благодаря этим новым правилам, вот у нас тут свет, газ, вода, телефон, интернет, космос, там дроны, шмоны, телефоны. 230 лет назад, до Великой Французской революции, не было ничего из этого. Было просто сельское хозяйство. Вручную копаешь, там саха, не саха. Где-то немножко, так сказать, там первые паровые машины, слегка чего-то там еще где-то в Англии работает, но это все мелочи жизни. Вот за 200 лет человечество прошло огромный путь и перешло вот это новое качество. Вот мы сейчас пришли в постиндустриальную эпоху. Что это означает? Значит, постиндустриальная эпоха, это означает, что человечество в каждом ВВП любой страны развитой, треть – это производство, а 2/3 – это услуги. А постиндустриальная – это когда вот треть и 2/3 начинают подвигаться и образуется еще вот этот вот мыльный пузырь интернета. Когда самая дорогая компания в мире – это кто там? Google, Apple, абсолютно Microsoft, мыльно-пузырные компании. Что это такое? Что это? Люди играют в компьютеры? И что, там крутятся такие деньги? Да, вы понимаете? И они подвигают вот эту новую, вот парадигма, как она сдвигается дальше. Вот про новый мир мы знаем вот уже это, что, соответственно, там производство будет составлять там 20%, услуги там 40%, и еще 40% это вот хрен знает что, тусовка. Люди в компьютере сидят, что они там делают? Электронная коммерция, компьютерные игры, какие-то приложения, трали-вали. Но в принципе это все так или иначе развлечение. И мы приходим к тому, что для того, чтобы накормить человечество, уже надо меньше 1% населения. Для того, чтобы обуть его, машины ему дать, сделать телефоны, это роботы делают. Нужно еще там 10% населения, или 15, или 20. А остальные 3/4 народа что будут делать? Вот этой вот фигней заниматься. Самые талантливые будут там создавать компьютерные игрушки, программы, работать и так далее. А основная масса получит безусловный базовый доход. Мой друг Белковский пропагандирует, что его, вот эту пенсию, надо давать не по старости, а по молодости. Чтобы ты в молодости делал то, что ты хочешь, а не то, что ты должен. Я не согласен со Стасом. Вот я пришел из армии, я был бедный студент, я работал дворником, ночным сторожем, одновременно писал заметки и так далее, потому что мне нужны были деньги на жизнь. Вот. Если бы я не работал дворником, ночным сторожем и не крутился, не вертелся, я бы меньше жизни узнал, я бы меньше всего увидел. И в армию то, что меня загребли на 2 года, мне тоже это было полезно. И поэтому я понимаю нынешнюю армию. И в том числе я понимаю свою страну лучше, и как она устроена, и власть. Вы понимаете? То есть вот эти вот трудности, невзгоды, они полезны для развития человека. Поэтому не надо, Стас, давать каждому человеку халяву, потому что многих это деморализует, он ничего не достигнет вообще. Наверное, умный Стас скажет, а я тебе, Глеб, по секрету скажу, то и не надо. Пусть этот бездарь, так сказать, пьет на диване вот на эту вот уже... То раньше он пил на бабушкину пенсию, а теперь он будет пить на безусловный базовый доход. В общем, вот этот эксперимент в Валенсии 4 дня, это вот движение в эту сторону, вы понимаете? Да, это очень, наверное, интересное изменение в мире, но закончить наш разговор, друзья, я всех призываю подписаться на Глеба Пьяных, ссылка будет в
описании. Также подписывайтесь на телеграм Глеба. Ну и, конечно, на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Закончить я бы хотел все-таки, ну, наверное, с важным, ну, таким посылом. Сливы, подготовка контрнаступления и мирные, ну вот такие опять заявления непосредственно уже, так сказать, с Китая, Франции. Тут Макрон вообще говорит, что нужно быть полюсом третьим. Очень интересное было заявление. Сейчас обсуждают, что же он имел в виду. Но консолидировано вроде бы как. Все вот за остановку огня и мир. Обсуждается пасхальное перемирие. Кремль говорит, никто не выходил к нам с такими предложениями. Да Киев, он, посмотрите, какой не хочет. Мы-то, может быть, бы и забыли. Но на Пасху стрелять, ну это же последнее дело. Хотя, с другой стороны, уже стреляли. Что думаете вы по поводу градуса, ну не то что даже не усталости, а уже вот этой решительной, ну вот, остановки войны, мира, а потом словами, трехэтажным матом уже погнать, соответственно, оккупанта до границ без пушек? Остановки войны не будет. Макрон пустой говорун. Даже Си Цзиньпинь оказался, так сказать, человеком, который ничего не достиг, и, в общем, его пиар провалился. Поэтому сейчас это два провалившихся пиарщика, так сказать, делают хорошую мину при никакой игре. Игра идет без них вообще. Украинская армия получает оружие, сплачивает ряды, готовится к наступлению. На Пасху будут стрелять. Русские скажут, что это украинцы стреляли, а украинцы скажут, что это русские стреляли. И, Саша, это не имеет значения, вы понимаете? То есть главное, как пойдет наступление. Сразу до моря и сухопутный коридор на Крым разрезан. Или начнется паника в русской армии, и украинская армия вот так в легкую войдет и в Крым. Вот два варианта я вижу. Ждем. Глеб, спасибо большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо, Саша. Всегда рад. Ждем победы. Да, друзья, берегите друг друга, берегите себя. Увидимся обязательно. До скорого.